Друзья, всем привет! luxwheel.ru. И сегодня для нас и для вас будет необычный опыт. Если вам понравится, то этот опыт войдет в постоянку. Итак, сегодня у нас обзор сравнения. И сравнение не абы каких самокатов, а вы посмотрите, кто в кадре. Владимир. Ninebot. Ninebot — это, я бы сказал, бог электросамокатов городского типа. Я знаю, что вам он нравится, все вы тайно о нем мечтаете. Это Ninebot Max в кузове, если можно вот так выразиться, G30. А это InMotion, либо, если назвать его правильно, LeMotion, и по-нашему L9. Итак, друзья мои, самокат качественный, я про Ninebot. Соответственно, в пару подобрали ему не менее качественный аппарат. По нашему глубокому убеждению, на сегодня среди городских электросамокатов по качеству, премиальности это лучшее, что есть. Сегодня что будем делать? Значит, понятно, что будет разгон, понятно, что будет динамика торможения, понятно, что мы вокруг шашечек поездим. По-хорошему бы еще катнуть на максимальный забег, но как получится, так получится. Итак, соответственно, по нашей уже традиции, как вскрывать деки будем, сразу поймем, что за контроллер здесь, что за контроллер здесь, что аккумуляторная батарейка здесь, что здесь. То есть, прям воочию, своими глазками и вашими тоже, увидим оригинальные параметры. Говорить пока о них не будем. Сейчас наша задача сравнить удобство одного электросамоката и удобство его конкурента. Итак, мы начинаем, посмотрим на кузов, после этого начнем заезды. Погнали. Так, Владимир, давай-ка нам рулетку. У нас есть вот такой прибор. И прямо сейчас на ваших глазах я устанавливаю самокаты в параллель. Итак, как вы видите, InMotion, либо LeMotion L9 модель, либо, если правильно ее называть, называется она S1F. S1F. Значит, аппарат у нас как один, так и второй с небольшими пробегами, но это ничего страшного. Тем не менее, все наглядно видно. И сразу вот так вот сбоку кажется, что LeMotion L9 либо S1F, ну прямо больше, да, вот выглядит. Ну, давайте, в общем-то, от слов к делу. Прям от трубы до, в общем-то, задней опорной площадки до крыла 57,5 сантиметров. Что покажет нам Ninebot? Полтинник. Ну, давайте посмотрим. Я знаю, что многие из вас могут ставить и любят ставить ногу вот сюда, потому что здесь такой удобный подъемчик есть. В Ninebot его нет. Ну, давайте, в общем, посмотрим всю рабочую поверхность резиновую. 60,5. Либо до заднего крыла 60, в общем-то, 5,5. Что здесь? Здесь у нас резиночка, ввиду того, что уходит дека дальше, 62,5 и до крылышка 57, ну практически с половиной. То есть мы сразу с вами видим, что Ninebot компактнее, короче. Не знаю, плюс это или минус. Для меня, например, это минус, потому что я все-таки люблю, несмотря на то, что это городской электросамокат, люблю, чтобы все равно ногам было комфортно, потому что на дальние расстояния, которые эти самокаты позволяют, в общем-то, заезжать, хочется, чтобы иногда вот эта вот посадка или стойка как-то менялась. То есть и так можно поехать, и вот так. И это на самом деле плюс. Ширина, ну, плюс-минус, давайте так вот, весь мангал, грубо говоря, вся дека, это 17 сантиметров у Ninebot, и резинка, ну, 15 практически с половиной. У InMotion вся дека, но здесь на самом деле, видите, есть скосы. Вот, поэтому давайте вот так, чтобы там, где будет стоять нога, 16,5 и резинка 15. То есть чуть-чуть уже. Не страшно, разница, ну, прям минимальная. Ну и давайте начнем с рулей. Руль, высота руля сразу видим. Ninebot, конечно, по этим параметрам уступает. Ну, наверное, все-таки благодаря тому, что у InMotion есть спереди амортизация, а у Ninebot ее нет. Итак, прямо от пола до вершинной части стойки мы получаем 118 сантиметров. От деки, где вы будете стоять ногами, до, в общем-то, грипсы. Сколько там? Ну, 101. Высота, в общем-то, хорошая, метр. До грипсины это нормально. Итак, здесь у нас от пола 120, ну, 4, 124, да, четко. Да, 123, 124. А от
деки, но здесь подъемчик, давайте я в ровную часть опущусь вот так. И до грипсы. Помним, да, у Ninebot метр, здесь, грубо говоря, 106,5 сантиметров. Ну, то есть выше. Людям рослого возраста, роста, большого, высокого, собственно, наверное, InMotion подходит получше. Значит, окей. В общем-то, по размерам мы с вами все поняли. Давайте посмотрим на передние вилки. У Ninebot без варианта здесь нету ничего. То есть это обычная железяка, покрыта вот таким вот закрыто пластиком. И по большому счету амортизация здесь только вот в этой резине. Это 10-дюймовка, CST-шка. Значит, вот такие параметры у нее, если кому интересно. Ну, по большому счету видим, что колесо повторяет и покрышка повторяет свой внешний вид у L9. Единственное, что здесь, конечно, дополняет картину, это передняя амортизация. Но она непростая. Во-первых, она регулируемая. То есть здесь регулируется, я бы так сказал, сила отскока. Здесь минус-плюс. То здесь, по большому счету, подвеску можно сделать мягче, либо жестче. И я вам вот честно скажу, потому что я покатался на Ninebot и на InMotion очень хорошо и долго. Конечно, съедает вот эта вилка любое препятствие. Ну, только какие-то крупные ямы, которые вы уже прямо смелели и проходите их на полном ходу, отзываются пробитием. Это факт, это есть. Во всех остальных случаях. Лежачие полицейские, какие-то заплатки на дороге. Вообще такой кайф, как будто ты едешь на большом самокате. Ну, на взрослом, не на городском. Здесь, конечно, такого нет. Ну, с другой стороны, если говорить так, нет, значит, есть что? Есть надежность. Хотя, честно говоря, про вот эту вилку велосипедного типа у InMotion я ничего плохого сказать не могу. Брака никакого нет. И вы посмотрите, работает она отлично. Давайте я попрыгаю, чтобы вы просто увидели амплитуду работы. Беру подвесочку. Ну, действительно, очень хорошо работает. То есть, ввиду того, что колесо накачивается, и есть спереди амортизация, на дальние расстояния предпочтительнее L9, либо S1F. Итак, механизмы складывания. Поднимаемся выше. Здесь, по большому счету, у Ninebot, у Макса все знакомое. Это реально механизмы, которые, в общем-то, на большинстве электросамокатов используются. Это и различные Якамуры, и Миджи, Xiaomi, и везде, в общем-то, этот механизм. Здесь у нас идет фиксирующее вот такое вот пластиковое кольцо. Не знаю, вот честно скажу, выглядит это кольцо не очень. Было бы оно металлическое и действительно бы могло бы что-то фиксировать, наверное, было бы, конечно, круто. Потому что задумка максимально надежная. Но вот из-за того, что здесь вот этот вот пластик, вот, ну, мне кажется, что вот это дребезжание и все, как это сделано, согласитесь, ведь однажды можно забыть и просто дернуть. И вот посмотрите, что происходит. Мало того, что я могу оторвать носик, так еще и могу сломать само кольцо. А такое кольцо нельзя купить, просто придя в магазин. Его надо заказывать. Вот это мне не нравится. Поэтому в большинстве своем такие самокаты ездят с отломанным кольцом. Ну а дальше все просто. Вы просто открываете этот курок и роняете рулевую стойку. Здесь все тоже на руле. Та же петля, как во многих электросамокатах. Вы просто ее заводите в специальное место и поднимаете. По весу... Ну, вообще удобно держать, рулевая стоечка, удобно, но нелегко. Я бы сказал, килограмм, наверное, 25, ну, плюс-минус. Может быть, конечно, и полегче, чуть-чуть на кило другой, но прям вот в тачку закинуть, да. На этаж поднять, на один другой, да. Выше второго этажа начнутся муки терпения, я вам честно скажу. Окей, ставим и назад. Также, без особых, в общем-то, усилий, раскладываем. Что у нас по L9? Здесь, конечно, механизм еще проще, без всяких вот этих вот фиксируемых колец. Здесь есть фиксирующая скоба, прошу прощения. Заходит она вот сюда, соединяя и опорную, и вот эту вот хомут, стойку, да, и саму рулевую стойку. То есть вот посмотрите, здесь фиксатор, нажимаем, отводим. Видите, да, высвободился этот хомут. То есть, когда у вас в руле появляется люфт, вам просто нужно взять шестигранник и подтянуть немножко вот этот болт. После этого закрыть самокат. И вот смотрите, что мне еще понравилось вообще у этого самоката. Вы когда опускаете ручку, я сейчас включу самокат, но забыли выключить его, а такое бывает. Вы подъехали, сразу начали самокат складывать, пытаетесь засунуть его в тачку, и велика вероятность нажать вот этот курок,
И он, мало того, поедет и еще вам что-нибудь поцарапает, а то заденет ногу, одежду, руку, выскочит, упадет и так далее. Вот что он делает, смотрите. Он пищит. Он предупреждает вас о том, что ты забыл меня выключить. Умная техника, понимаете? Умная. То есть мы делаем вывод, что помимо того, здесь есть фишка, которую я вам покажу, которая мне очень нравится. Если вы опять-таки забылись, он пищит, напомнит вам о том, что надо меня выключить. Прям вот жирный плюс. Опускаем все так же, как и в Найнботе. Специально, видите, здесь не доходя до площадки опорной для ноги. Есть вот такой вот приятный, видите, хорошо сделан. Большой, не нужно там ничего, никуда пытаться попасть. Большая такая петелька. Завели, отпустили и, так сказать, в домике. Все. Поднимаем, давайте так же, как Найнбот. Потяжелее. Ребят, потяжелее, чем Найнбот, килограмма на 3-4. Ну вот. Хотя держать стойку практически одно и то же, я думаю, по толщине, по ширине. Сейчас, кстати, замерим. Но хват хороший. Опять-таки, 1-2 этажа пронесу, дальше ну его нахер. Ну его нафиг. Окей, открываем. Точно так же назад. Заводим. Смотрите, сама натягивается. И хоп, все, просто защелкнулось. Максимально просто. Вот, раз. Все. Удобно. И там, на самом деле удобно. Но здесь, в общем-то, за счет того, что он сигнализирует, жирный плюс в компанию Lemotion L9 S1F. Вот в этом параметре точно лучше. Итак, дальше. Кстати, о весе я сказал, что тяжелее, но оно объяснимо, потому что помимо амортизации спереди, есть еще амортизация сзади. У Найнбота, конечно, такой роскоши, в общем-то, не наблюдается. То есть сзади опять амортизирующий эффект оказывают надувные накачиваемые пневматические шины. У L9 S1F, посмотрите, есть амортизация. Ну и помимо этого накачиваются покрышки. Это опять жирный плюс. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что я максимально вообще независим. То есть мне из них они оба нравятся. Но моя задача сейчас вам показать все-таки. И в дальнейшем, если вам понравится такой формат, мы будем два брать приблизительно одноклассника и точно так же сравнивать. И вот сейчас, что будет дальше? Значит, по мотору колесу. Значит, Найнбот, ни для кого не секрет, это 350 ватт. В современном мире, давайте мы посмотрим, есть ли что-то, какая-то надпись на колесе. Да, вот какие-то тут серийные номера. Но посмотрим. Никаких обозначений по мощности ни справа, ни слева я не вижу. Давайте посмотрим на L9. Значит, хоп. Не это самое не поднять, да? Значит, с одной стороны ничего, а с другой что-то есть. Но опять-таки никакой информации о мощности. И это, конечно, плюс, потому что оба самоката городские. И в глазах сотрудников ГИБДД мы всего лишь прокатные электросамокаты, которые законом не запрещены. Ну и не нужны права. Это лайк. И одно, и второго. Движемся дальше. По задней подвеске сказали, сложили. Сань, покажи, пожалуйста, мне вот очень нравится, как у Найнбота сделана история с портом зарядки. То есть это некая общая крышка. Ну, вот это, конечно, выглядит по мне так нелепо. Вот. И смотрите, раз. Здесь и порт зарядки, и плюс можно подключить дополнительный АКБ. Окей. Чем ответит InMotion? Давайте посмотрим. Оп. Два. В общем-то, порта для зарядки. Но и мне кажется, в данной ситуации, конечно, ну, что можно там? Там можно зарядиться одной зарядкой в Найнботе и по большому счету дальше подключить какой-то АКБ дополнительный. Ну, в общем-то, хорошо. В дальней дороге, наверное, да. Но просто где этот АКБ будет находиться? Здесь можно, в общем-то, сделать практически быструю зарядку. Горячую, я бы сказал, благодаря в общем-то, функции, которые есть в этом электросамокате. Он способен принимать большие токи до 10 ампер сразу двумя зарядками. Можно в него качивать, а это по большому счету, ну, действительно, за 4-5 часов прям 100% заряда будет. Я думаю, даже чуть-чуть быстрее. Окей, по крыльям.
По защищенности. Честно скажу, и та, и другая конструкция хорошо защищена от влаги, от пыли, от капель. И, соответственно, человек, который катает на таком самокате, тоже защищен. Но все-таки у Ninebot крылышко покороче, и грязь на деку-то лететь будет. Давайте посмотрим, как решен вопрос у L9. Здесь, посмотрите, крыло практически полностью перекрывает возможность попадания на деку. Но только вот отсюда, вот, видите, вот здесь будет, да, грязюка лететь. Она здесь, в общем-то, и есть. Вот она, подсохла уже. Вот, спереди крыло прям окутывает покрышку. Я думаю, что шансов здесь вот как-то вот сюда вот разлетаться брызгами, ну, точно нет. Что сзади? Сзади плюс-минус паритет одно и то же, потому что крылья практически одинаковой формы. Единственное, что мне нравится, опять-таки, у InMotion, что в крыло, во-первых, вшита подставка для ноги, а во-вторых, друзья мои, есть, видите, да, укрепление. Тогда как у Ninebot площадка для ноги отсутствует. Что вы будете делать? Вы будете искать, в общем-то, положение для своей ноги где-то вот здесь место. И, конечно, никакого укрепления нет. А значит, что однажды вы его сломаете. Ап! Не наступать! Не наступать, сказано же. Вот, ну, по задней светотехнике давай включим, просто покажем. Значит, включаем светотехнику у InMotion и, в общем, Ninebot. Значит, давай, Клауль, нажми здесь у нас. Что у нас здесь? Ну, здесь светодиоды. Ну, достаточно выглядит просто, да, как-то незамысловато, как будто техника из Советского Союза. Ну-ка, поиграй там тормозом, нажми-ка. Нажимаешь? Ничего не происходит что-то? А, вот, да, зажигается, ага. Так, давай, Ninebot. О, смотри, как здесь красиво сделано. Опа, четко. То есть, видите, да, ореол освещения габаритов вокруг, и плюс тормоз начинает мигать, а посередине у него светоотражатель. Но, мне кажется, в этом аспекте все-таки вот это выглядит посимпатичнее. Но, видите, да, InMotion сразу отвечает, у него есть подготовка под номерной знак. Как вам такое? Опять-таки, и справа, и слева есть светоотражатели. Здесь это прям реально пластиковый, хороший светоотражатель, как, в общем-то, на велосипедах и везде, да. Здесь просто наклейка. Ну, по большому счету, пластик хорошо, наклейка тоже нормально служит. Если, в общем-то, разбирать самокат, то пластик, наверное, снять легче и, в общем-то, безопаснее, чем наклейку. По деке видим, что у InMotion, соответственно, L9 есть подсветка. И та функция, о которой я говорил, и это значит, что мы переходим к моменту с функционалом. Поворачиваем руль, соответственно, включается поворотник. Приятная деталь. Либо наклоняем корпус, и опять-таки включается поворотник, который дублирует свое показание вот сюда на приборную панель. Мне это действительно нравится. Значит, давайте сейчас вернемся к удобству все-таки стойки. Я сейчас встану на Ninebot и точно так же встану на, в общем-то, L9. Значит, ну вот моя рабочая, в общем-то, такая посадка, если можно, или стойка. Ну, вот такого плана, да. Ну, в принципе, удобно. Руль низковато, потому что я только что ехал на L9, но все равно удобно. Единственная моя претензия — узковатый руль. То есть очень как-то дерганая какая-то история получится. Ну вот, смотри, две ноги рядышком. Ну, в принципе, можно иногда стоечки поменять. Есть где, в общем-то... Но есть риск все-таки на крылышко-то встать. Я сейчас ходил, но не забывал о том, что сзади крыло. Ну, я думаю, вы видите невооруженным взглядом, что здесь, конечно, для, в общем-то, стойки возможностей гораздо больше. Плюс задняя платформа. Вот. Единственное, что неудобный вот этот торчун, я бы его так назвал, потому что хочется пяточку-то вот сюда вот на резинку-то водрузить, а здесь торчун, и происходит вот так. То есть вот. Но главное, есть платформа. По мне вот это звучит вот так. То есть я сейчас ехал все время вот в таком положении. Давай-ка замерим руль. Дай, пожалуйста, эту самую рулетку, потому что здесь он, понятно, выше и комфортнее, руки согнутые, отдыхают, лежат. По ширине Ninebot'овский руль 48 см. И здесь у нас добрых 52,5. 52,5. Окей, что по рулям?
Бортовой компьютер и там. Здесь на черном фоне такие, я бы сказал, белые цифры. Есть режимы, соответственно, показания по фаре, спидометр. В общем-то, все стандартно. Ну, понятно, что это клавиша управления гашеткой и звонок. Ну, звонок, в общем-то, как и везде, даже в прокатных самокатах такая история. Тормозная ручка маленькая, кстати. Вот если держаться за грипсу полноценно, видите, то есть получается только вот в край тормозной ручки я попадаю. Так, что у нас здесь? По борт-компьютеру приблизительно такая же история, только все-таки он горизонтальной ориентации. Видите, кнопка включения, ну, так же, как и там. Здесь более привычная схема. Лепесток, понятно, по газу такой же практически, как и там. На Найнботе проще, в общем-то, звоночек, да, не нужно там крутить грипсу. Мне кажется, это лучше. И что у нас с тормозной ручкой? Ну, посмотрите, практически, ну, удобно. Это удобнее, ребята. Это удобнее и кажется, как будто бы надежнее. Уверенности, честно говоря, больше. По борт-компьютеру давайте еще раз просто посмотрим. Здесь тоже есть режимы. Вот, как и, в общем-то, в Найнботе. Поворотничек еще добавляется, спидометр. И фара. Конечно же, фара. Как я уже заметил, здесь два светодиода. Два линзованных светодиода. И здесь он один. Что я, значит, для себя почерпнул? Я вам скажу так. Здесь световой пучок гораздо меньше. Ну, оно и понятно. Один светодиод, два светодиода. Но здесь есть четкая светотеневая граница. Здесь ее нет. В общем-то, с точки зрения освещенности, такой яркости, такой вот как бы вот, это, конечно, L9 S1F. С точки зрения, в общем-то, правильного конструктива, то это Найнбот. Но как он светит, света, честно говоря, достаточно только для обозначения как бы вас на дороге. Для освещения вообще дорожного полотна, конечно, этого не хватит. Ну что, по большому счету все вам показали, рассказали. Единственное, что я хотел прям, дай, пожалуйста, рулетку, уточнить внимание, потому что для городского самоката это важно. Вот, Сань, покажи сбоку. Клиренс, друзья мои. Вот, во-первых, что мне не нравится у Найнбота и вообще у таких рам, то, что, видите, клиренс-то небольшой, и плюс острые углы. Если в бордюр где-то впечататься, поверьте мне, там пластиковая крышка снизу, ну, повреждения не избежать. 7 сантиметров. 7 сантиметров всего лишь. Это, ну, вот для такого гладкого асфальта достаточно, но если вы захотели где-то в парке вот так вот съехать на какой-то, значит, вот корень и так далее, блин, можно где-то всадиться. Что у InMotion? InMotion L9, давайте смотрим. Вот видите, у него как бы с нижней части идет некий подъем, и здесь, ну, смелых, давайте, до болтов, девятка, да, вот до болтов, а спереди, особенно вот там, где вы будете заезжать, видите, оно сделано как бы лодочкой, то есть вообще переживать нечего. Здесь вообще добрых, ну, честно говоря, где-то 13 сантиметров, потом пошло вниз 12, 11, 10, ну и вот здесь вот в начале десятка. Ну, там вы уже колесом заедете, то есть вы уже подниметесь. Лучше, плюс. Здесь в этом аспекте Что? Ну и давайте, да, Владимир подсказывает, правильно подсказывает. Давайте от колеса, в общем-то, до колеса, до прям задней точки. Получилось там у тебя? Ну, это 119 сантиметров у Найнбота. И что нам покажет LeMotion S1F? 131. 131. И заметьте, что в одном самокате, что в другом сложенная стойка на длину, на показатели длины никак не влияет. Все, друзья мои, ходовые испытания, погнали! Итак, друзья, динамика разгона сейчас замерим. Я выключаю освещение, ну, чтобы не забирать просто мощность у самоката. Я вешу 95 килограмм. Владимир, сколько весишь? 82. То есть между нами 13 килограмм. Вот, ну мы сейчас стартуем. Сначала я, Вова на Найнботе, я на LeMotion. Потом меняемся для, в общем-то, чистоты эксперимента. То же самое будем делать с торможением. И после Владимир проедет между шашек и расскажет о своих впечатлениях от управляемости. Поехали. Итак, друзья, работаем с толчка. Ну, в смысле, не из туалета, а с толчка ногой. Отталкиваясь, в общем-то, да? Поехали. Сейчас я на InMotion, я еще раз говорю, Владимир на Найнботе. Раз, два, подождите секунду. Режим S. Режим S. Раз, два, три. Ёпты. И вот Владимир начинает уезжать, но InMotion догоняет.
Окей, окей. Вы видели, я там чуть-чуть оттолкнулся, скажу честно. Но 13 килограмм разницы. Меняемся сейчас с Владимиром. Вовуль, держи. Теперь я буду на Найнботе. И мне кажется, что-то мне подсказывает, что у Найнбота нет шансов. Раз, два, три. У-ху-ху. Смотри, смотри, догоняет, догоняет. Но я должен признаться, у Найнбота есть изначальный рывок. Вот, то есть вот в первые там 20 километров Найнбот все-таки уезжает. Потом в дальнейшем, конечно, L9 его сжирает. Давайте, да, чуть дальше отъедем, чтобы, ну, прям показательно было. Мы поняли, что Найнбот вырывается, но посмотрите, как Lemotion легко его сожрет, Найнбот, и объедет. Поехали. Раз, два, три. Итак, я, как всегда, вышел, в общем-то, на Найнботе вперед. Все еще впереди. Топлю, топлю, топлю. Топлю. И смотрите, просто как. Просто гашетка в полу. Все, вот. Ну, то есть, где-то на 25, на 28. Просто он промчался. Ввиду того, что еще минус 13 кило разницы. Все, вот просто вот в моем впечатлении было, он промчался. Ну, вы сами все видели. Окей. Ну, с разгоном все понятно. Давайте о торможении поговорим. Берем сейчас разгон. Проезжаем белую вот эту линию и в палас тормозим. И смотрим. Ну, сначала давай меняемся опять назад. Я возьму L9. Ты, соответственно, на Найнботе катнешь. Интересно на самом деле, потому что, ну, прям Найнбот эталон во всех параметрах вроде бы как бы считался. А получается, что, в общем-то, нет. Не эталон. Ну, плюс-минус. Раз, два, пошел. Я вам... Блин, ну, давай поменяемся, конечно, но вы сами все видели. Одинаковая скорость была. Владимир везде умеет скрипеть покрышками, но тормоза, нужно признать, здесь работают намного лучше в L9. Ну, оно и объяснимо, потому что здесь маленький барабан, там большой. Ну и, собственно, рекуперация, ну и там, и там. Сейчас посмотрим результат с более тяжелым человеком. Слушайте, ну, я так и думал, что мой вес, а он на 13 килограмм больше, чем у Владимира, сыграл злую шутку. Ну, в общем-то, в физике ничего странного не произошло. Более тяжелое тело толкало себя вперед. И посмотрите, здесь, по большому счету, полтора самоката между нами. Ну, смелых один прям точно. Еще один L-Motion. Тормоза однозначно лучше в L9. Окей, теперь, что мы не выяснили? Мы не выяснили управляемость, потому что многие из вас писали и говорят, что вот эти различные вилки ограничивают поворот руля. И все-таки, ну, как бы, вы видите, вообще никак не ограничивают. И все-таки более, так сказать, длинная база, наверное, будет сковывать в прохождении каких-то таких вот ухищренных, компактных, тесных мест. Сейчас посмотрим. Потому что Найнбот короче, потому что, ну вот, кстати, посмотрите по вывороту колеса, сами покажи, пожалуйста, я держу. Еще поворачивается, нет там? Ну, посмотрите, насколько просто больше выворот у, смотрите, здесь прям раз, раз. Ну, конечно, опять-таки L9 побеждает. Практически на месте можно развернуться, умея балансировать, в общем-то, стоя на L9. Это сразу респект. Сейчас мы ставим шашечки, и Владимир заедет на одном, на втором, потому что я все-таки думаю, что L9 ввиду своей длинной базы собьет какую-то из шашечек. Найнбот, мне кажется, более вот прыткий. Ну, мне так кажется. Сейчас посмотрим. Давай. Итак, катимся. Как, скажи, по курку вообще управление? Удобное. А что спрыгнул? Почему спрыгнул, скажи? Ну, давай побольше. Или все-таки не хватает выворота у руля? Опа, опа, опа. Если уж Найнбот в своем пространстве не может проехать, ну, не знаю. L9-то подлиннее. Давай. Хорошо. Ну, скажи, как? Подъедь только, чтобы микрофон. Как, скажи, сложно? Нет, не сложно, нужен навык. Навык, окей. То есть просто, ну, новое занятие, я понял, привык, да? Ну, теперь L9 в тех же пространствах. Вот, я уверен, сейчас все пошибает.
Потому что он воспринимается, честно говоря, из-за длинного руля, из-за высокого руля, из-за более широкого, он воспринимается как-то не таким маленьким самокатом, как есть на самом деле. Так. Видите? Опа, с первого раза не получилось, да? Давай еще разок. Ну что, как я и говорил, из-за, в общем-то, увеличенной длины не очень просто сделать Владимиру проезд. Не получается. То есть, несмотря на то, что выворот колеса больше, база все-таки, имейте это в виду, те, кто будет все-таки по городу катать, не забывайте, он комфортный, да, но не забывайте, что за этот комфорт приходится платить увеличенной базой. Ну, чуть-чуть, да. Ну, понятно, что если сейчас поставить шашки прям вот с него размером, понятно, что он там проедет, но тогда, согласитесь, и Ninebot легко там как сверчок проскочит. Даже я смогу. Поворотники видели, как мигают? Давай. Вот такое ощущение складывается, что там ты прям, вот он прям резко это делал. Прям мог шух-шух-шух. А здесь, я говорю, из-за того, что кажется, что это прям какой-то большой самокат, не получается, нет той резкости, да? Смотрите, решил, опа, и все, да, то есть... Ну, давай еще одну попыточку и, в общем-то... Опа, сложно, мы все с вами видели. Ninebot в собственной длине проезжает, как мне показалось, более юрко. S1F, Lemotion в своей же длине, но сложнее. Видите, вот прям вот сложнее. Сложнее. Можно проехать, можно постараться, но сложнее. Это ничего, в общем-то, не значит, что управляемость и там хорошая. Это значит, что он просто больше, и габариты, ну, как бы, требуют лучших навыков. Вот и все. Ну что, двигаемся дальше. Я думаю, пришло время прокатиться и рассказать вам о своих ощущениях, кто же из них больше вытрясает душу. Поехали? Поехали. Покажу вам, как едет. Мы прокатились достаточно хорошо и бодро с Владимиром. Вообще, любые бордюры проскакиваешь на ура. Ну, реально, самокат, который позволяет городской ехать везде. Ну, то есть, вот так вот можно рысачить, на самом деле. Видите, бордюры, не бордюры, кочки, не кочки. То есть, ну, реально позволяет. Смотрите, заходите в поворот. Ну, реально, прям вот самокат, даже несмотря на то, что он длинный, ну, как бы управляемость, ну, очень хорошая. Очень хорошая. Про тяговитость есть что сказать, потому что тяговитость, на самом деле, Ninebot, она как бы сильно уступает. То есть, вот в начале подъема, например, да, Ninebot может стартануть, но потом, конечно, уходит назад. Сейчас мы с Владимиром доедем до подъема. Я вам специально сюда поехал, чтобы показать вот бордюры, например, да. Вот такие межбордюрные моменты. Ну, реально проезжается очень просто. То есть вообще. Есть, конечно, звук от мотора, но он не такой навязчивый. Вот. Главное, что мне нравится, что есть задор и мощность. То есть вот сейчас мы поедем в гору. Ну, как бы вот там достаточно сильный подъем. Сначала я сделаю это на L9, на, соответственно, L-Motion S1F. И после этого пересяду на Ninebot, да? Поехали? Значит, начинаем разгон. Подъем там действительно сильный. Ну, как бы давайте не будем рысачить, да, вот двигаться все-таки в городском потоке. Вот мы едем 27, ну, практически 30 км в час. Я, честно говоря, вот даю в гору, он едет. То есть, ну, представляете, есть подхват в гору, как бы разгоняться. То есть, вот, смотрите. Понятно, что есть препятствия в виде пешеходов. Вам нужно притормозить. Затем опять поехать. Вот. Опять притормозить. Спасибо большое. Потом поехать. Ну, посмотрите, спокойно справляемся с этим. Но подъем действительно как бы крутой. Кто знает, улица Рокотова, подъем в Яснево действительно большой. То есть вот. И мы дальше продолжаем набирать. Представляете, 27, 28,
29. То есть не просто, ну, типа, я вот поднимусь и слава богу, да? Нет. Вы уверенно это сделаете, и еще будет набираться скорость. До 30-ки почти поднялись. Окей. Это L9. Я и говорил, что здесь есть задор, здесь, ну, реально есть запас. По мощности он реально едет. Сейчас мы с Владимиром спустимся обратно. Посмотрите реально, как он проходит стыки, бордюры, да. Давайте вот здесь поднимусь, специально вам покажу. Смотрите, просто вот брусчатка, да. Ну, то есть вот даже мой голос, мне кажется, что не дрожит. Смотрите. Колокольчик. Хороший индикатор того, как трясет. Звонок имею в виду. Но по большому счету едет хорошо, уверенно. Здесь, как всегда, ступени. Вот здесь гора, смотрите, я вырулил. Вот здесь подъем, 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 едем. Ну, блин, ну едет. То есть я думал, что сейчас я... Ну, понятно, что напрягался он. Но и вы видели, я с горки, ух. Блин, ну какая же хорошая. И тормоза хорошие, и разбаланс, как, ну, балансировочка. То есть все четко стоит. Вот здесь может быть скользко. Владимир на Найнботе. Отчаянный. Все время где-то рядом. Дышит в затылок. Я прям, честно говоря, ощущаю. Вот лежачий полицейский, друзья мои, скорость 30 км в час. Ну, блин, ну вы видели, а? Ну, насколько вообще эта вилка амортизационная позволяет хулиганить. Даже если вы проспали, но все равно ничего критичного вот не будет. Ударов, сильный какой-то удар, уж тем более по рукам, я не получил. И заметьте, на такой большой скорости механизм складывания ведет себя надежно. В общем-то, не раскрывается. Ну что, время передать самокат Владимиру. Хотя, честно признаться, не хочу. Прям... Да. Однозначно мой респект данному электросамокату Lemotion S1F. Реально, мне он очень нравится. Он прям, ну, очень мне нравится. Я вот подножку дурацкая. Найнбот. Теперь здесь. Значит, что могу сказать по нему, по InMotion? Сразу скажу, есть тяга. Уверенный подъем в любую практически гору, потому что сейчас был затяжной подъем, и в нее с моими 95-96 килограммами он набирал скорость. Это, мне кажется, отличный заменитель какого-то большого самоката, потому что, честно говоря, самокаты там типа, ну, не будем называть имен, но 1000 ватт и так далее, вот, ну, по ощущениям, по моим, едут даже хуже. Ну, окей. Давайте, Найнбот. Вроде бы все знакомо в Найнботе, но как бы повторимся. Стыки трясет. На стыках, конечно, трясет. Вот Владимир, посмотрите, уезжает. У меня газ в палас, что называется, 32 км в час. Включился круиз-контроль, и сейчас я могу отпустить ручку газа и смело говорить, что самокат сам будет регулировать подачу, в общем-то, электроэнергии, если можно так выразиться, да. Но вот смотрите, в принципе, подъем серьезный, но я еще вообще ни разу не нажал на тормоз. Почему? Потому что на L9, на InMotion мне приходилось тормозить, потому что он мощный, он разгоняется реально, мне приходилось его осаживать. Здесь я бы сказал так: вы не разгоняетесь. Вот сейчас, наверное, я чуть разгонюсь, такое плата некая на подъеме. Но вы все равно как бы уверенно двигаетесь. Ну, то есть нет такого, что уже все, шумит мотор. Наверное, какую-то в супер крутую горку, конечно, мы не заедем. Но вот смотрите, на круиз-контроле тоже уверенно еду. Но не могу себе позволить вот таких игрищ, как Владимир может на L9. То есть просто уезжает от меня. Ну окей, сейчас промчимся по тому же маршруту. Понятно, что Найнбот уверенно будет затаскивать вас в подъемы, да.
Не в любые, но, в общем-то, в крутые тоже может. Теперь брусчатка, и мои ощущения точно так же прохватываем. Ой-ой-ой, значительно потряхивает, друзья мои. Ну, оно и ожидаемо. Вообще, куда-то камера начинает уезжать у меня. Ну, реально, вы видите, я думаю, на сейчас своих мониторах, что прям трясет конкретно. Не получается держать. Ну, вот я могу попробовать, но не получается держать ту же скорость, что я мог позволить себе на L9. На Ninebot не получается, нету такой уверенности, ну и плюс трясет. Вот он сейчас этот поворот, я максимально как бы вправо зайду, все, газ палас. Есть рывок, уверенно, ну реально, прям не могу сказать, что все равно есть запас. Но вот тормозов, конечно, не хватает. И плюс, знаете, из-за того, что вот руль как-то вот все потряхивает, и руль как бы уже, честно скажу, вот чаще вот на спусках, на скоростных каких-то маневрах прибегаю к торможению, потому что, ну, меньше уверенности. И база как-то короче, ну, потряхивает сильнее. Из-за этого хочется снизить скорость. Значит, ну давайте, такой же, значит, проезд. Я понимаю, что будет жестко, но смотрим, насколько жестко. 30 км в час, 26. Жестко, друзья мои. Ну, прям вообще не рекомендуется такой проезд на любом электрогородском самокате, электросамокате, без амортизаторов. Вот реально, не только Ninebot в этом как бы не преуспел. Ну что, вот такой подъем. Есть еще один у меня тест. Вот он этот тест. Здесь четко. Я даже не знаю, давайте сейчас попробуем замерить, какой здесь градус. Подъем 13 честных градусов. Это вам как бы не шутки. Теперь я встаю на InMotion. Без разгона встаю и пытаюсь заехать, чтобы была понятна тяговитость. Да, вот у меня сейчас режим S. Я встаю давай где? Прямо от него, да? Ну, давайте метр, да, вот отсюда. Я встал, газ в палас, толкаюсь ножкой и поехал. Ну, ожидаемо не заезжаю, нужен разгон. Давайте возьму разгон от знака, чтобы в одинаковых условиях мы были. Оп, вот отсюда от знака. С разгона понятно, что заедет и тот, и другой. Вот, все, толкнулся и поехал. Маленький разгончик у меня был, возможность разгона. Едет. Все. То есть вот, ну, сколько здесь не доехал я? Метр, да? В принципе, если ногой толкнулся бы, то, понятное дело, доехал бы. Держи. Метра не хватило, но, еще раз говорю, это без разгона. Маленький толчок. 13,5 градусов. Что покажет Ninebot. Мы помним, что InMotion расцветает свыше 20 км в час и только начинает расцветать. А Ninebot наоборот, со старта как бы сразу расцвет, крутящий момент, да, можно так выразиться, доступен. И после только он сникать начинает. Давайте, оттолкнулись, поехали. Вот такая вот история, друзья мои. На Ninebot мы заехали. И оно опять-таки объяснимо, но факт есть факт. То есть, я сейчас расскажу, как это происходит. Lemotion S1F, он более тяговит на высокой скорости, больше 20-25 км в час, он не оставит шансу Ninebot вообще никакого. На низкой скорости, на старте, Ninebot более, как бы сказать, подрывной. Ну что, еще чуть прокатимся, да, доедем до офиса, давай поменяемся, я поеду на мягком и плавном Lemotion. Ну, понятно, что хотелось бы... Ну, давайте тоже повторим. Хитрить. Амортизация. Что? Ну, главное, знаете, у меня какое впечатление создалось, пока я катаюсь на одном и на другом самокате. Это определенно, мне кажется, вот категории самокатов одни и те же. Это городские самокаты, но если Ninebot попадает в категорию, ну, понятно, что это все-таки некий премиум. Понятно, что это не массовый самокат, хотя по большому счету он массовый. Но именно как продукт, как он сделан, как он собран, это все-таки премиум продукт. Реально он качественно, хорошо сделан. Но он больше, наверное,
молодежный. Он реально молодежный. Если говорить про Elimotion S1F, либо InMotion L9, то это более взрослый продукт, не менее качественно собранный, не менее качественных материалов, да, и как бы вообще техники. Но он более взрослый, его дизайн более взрослый, он немного крупнее, немножко тяжелее, у него есть амортизация. В принципе, то, от чего может отказаться молодежь, но не может отказаться взрослое поколение. Ну, вот как бы вот такое заключение по езде. И один, и второй самокат приятно едут, но мне больше нравится, конечно, как едет InMotion L9, либо Elimotion S1F, то вот, собственно, на чем я сейчас двигаюсь. Мне нравится его тяговитость, мне нравится его плавность, мне нравится мягкость его подвески, непробиваемость, мне нравится, как он сделан, как он собран, мне нравится, абсолютно нравятся его фишки, поворотники, сигнальчики, он везде напоминает. Это умный самокат. Он заботится о вас, да и о себе. Вот. Ну и, конечно, мне нравится его надежное торможение, замедление, тормоза. Работа тормозов. Мне это все нравится. Ну и посмотрите, я совершенно спокойно могу в горку, дать газ, и даже будет происходить набор скорости. Мне это тоже нравится. Сейчас вот здесь специально поеду. Здесь такой достаточно трясучий маршрут. Вот, видите, да, потряхивает. Но, ребят, я вам честно скажу, Владимира на Найнботе потряхивает раза в 4, а то и в 5 больше. То есть вот посмотрите, ну на самом деле вот хват руля очень, и ручки достаточно цепкие. То есть материал, вот эта резина реально цепкая. Вот на Найнботе, а те, кто катал на Найнботе, я уверен, ну не дадите мне как бы соврать и слукавить, но они реально скользкие. Реально скользкий. То есть вот я вот сейчас еду и понимаю, что вот этот руль очень достаточно такой. Вот эти грипсы, они прям, ну, ухватистые, да, они прям хватают кожу. Я думаю, что если бы на InMotion L9 было бы сиденье, это был бы вообще крутой самокат. Ну, то есть вообще прям топ. Городской, достаточно компактный, узкий, легкий, но при этом еще с седухой, потому что у него есть амортизация. Ну, ну вот лежачий полицейский, я вам сейчас покажу, достаточно высокий он, и клиренс у нас высокий, вот смотрите. Я вот, видели, подкинул, я даже не зацепил. Не знаю, как там у Владимира, но я точно знаю, что некомфортно. У меня это происходит, смотрите, просто, ну, тун-дун. Вот просто посмотрите, как работает передняя вилка. Ну, то есть я, даже если я где-то проспал лежачий, все равно будет комфортно. Нет, нужно сказать, конечно, это очень качественный продукт. Очень качественный продукт. Итак, по общей оценке я бы сказал так. Найнбот из 5 я даю ему, наверное, вообще, если в совокупе оценивать, 4. 4. Это твердая четверка. Ну, наверное, для его размеров, конечно, хотелось бы подвеску, но это, опять-таки, мое субъективное мнение. 4 из 5. По L9, ну, это, знаете как, наверное, вот для меня это чистая 5. Кто-то сейчас скажет, что ну вот же он же в гору не заехал. Да, он не заехал, но только потому, что его крутящий момент начинает работать за, в общем-то, пределами этой горки, да, вот этих возможностей, этих 13-15 градусов. То есть, если бы вы ехали с разгона, поверьте мне, вы бы даже не заметили этот подъем. Ну что, сейчас мы их разберем, и я, честно говоря, волнуюсь. Потому что я знаю, что такое Найнбот, я знаю, что у него внутри, и я знаю L9. Но все-таки вот так воочию прям сравнить, это будет интересно. Оставайтесь с нами, погнали. Итак, разбор можно считать состоявшимся. И я вообще, на самом деле, впервые от нашего мастера, а он лютый приверженец вот этого самоката, это Найнбот,
Max G30P. И он сказал, что, ну, когда ему задали вопрос, ну как тут, какой лучше, какой хуже, он сказал, ну, примерно одинаково. Это уже говорит о многом. Я бы сказал так, значит, вольтаж здесь, то, что мы увидели. Вот базовые данные такие вводные. Здесь АКБ 15300 миллиампер, то есть 551 ватт часа или часа. Но напряжение бортовое 36 вольт. Здесь АКБ 12,5 ампер-часов, внимательно. Но благодаря бортовому напряжению 54 вольта, емкость АКБ в разы выше, 675 ватт-часов. Вот в этом и кроется секрет мощности заднего мотор-колеса. Абсолютно одинаковые статоры. Вот количество магнитов, их ширина, я бы даже сказал, качество исполнения одно и то же. То есть вот статор Ninebot, вот статор InMotion L9. Соответственно, чтобы я вот не врал в ваших глазах, 3 сантима, и здесь то же самое. Значит, здесь есть, видим, такой некий компаунд по плате. Здесь я вообще платы не наблюдаю, где она внутри, наверное, где-то. Да, вот она. Ну-ка. Ну, там тоже некий компаунд. Все разъемы закрыты. А вот на плате, на самой... тоже есть. Вот, пожалуйста. Ну, окей. Значит, по моторам видим паритет, по магнитам паритет, но по АКБ и напряжению InMotion эту битву, ну, выигрывает подчастую. Вот, кстати, выглядит как задняя амортизационная система, я вот так ее назову. Это две пружинные такие как бы опоры с каучуковыми отбойниками внутри, чтобы не шумело и не стучало. Продуманная фишка. Подсветка, понятно, здесь все то же самое. Дальше движемся к контроллеру. У Ninebot, я немножко поправлю свои слова, это все-таки не подключение внешней зарядки, а это установленное вовнутрь зарядное устройство. То есть, если у вас под рукой или вы не можете с собой вести зарядку целую, то есть портативную, да, вам достаточно захватить с собой просто провод. И этого будет достаточно. Вовнутрь вставляете 3 ампера, как сказал наш мастер, здесь зарядное устройство внутреннее, и можно заряжаться. Здесь, конечно, такой фишки нет, поэтому будем говорить о контроллере. В случае с Ninebot контроллер полностью в компаунде. Да, от воды защищен на 150% из 100, но обслужить его, отремонтировать будет невозможным, к сожалению. Значит, в InMotion пошли дальше. Здесь все было вот так вот собрано через, понятно, быстросъемы. Все аккуратно было собрано. И мы открыли эту, здесь, понятно, металл, загерметизированную коробку. Здесь гидроизоляция сделана. И здесь находится контроллер, который можно обслужить и отремонтировать. Но по мне, вот как подход, потому что я по воде нигде прям так, чтобы городской самокат погрузить, нигде не, в общем-то, не катаю. Вот эта схема гидроизоляции и изготовления мне, честно говоря, ближе. Но вы посмотрите на аккумулятор. Это цельнометаллический ящик. То есть, вообще, вы понимаете, ему, даже если внутри что-то произойдет, мы не знаем что, перезаряд, перезаряд, и он захочет, не дай бог, там воспламениться или взорваться, у него просто не будет шансов. Вы понимаете, это железобетон, броня. Здесь, конечно, для меня, опять-таки, похуже дела обстоят. Здесь пластик. То есть, если где-то вы вот прям реально на бордюр нарветесь, потому что пластиковая крышка снизу, можно, по большому счету, АКБ повредить. Но от воды он защищен. Вопросов как бы нет. Сама электроника очень хорошая. Что здесь, что здесь. Реально, БМСки, платы, значит, сами банки, аккумуляторы, все реально очень хорошее. Придраться вообще не к чему. Итак, что мы получили? Мы получили, что Ninebot по своему изготовлению, как я и говорил, это премиальный продукт, который больше подойдет для молодежи. Он более рывковый с места, со старта, но потом сникает на максималке, достигает там свои 30 км в час и все. Тогда как InMotion L9, либо LeMotion S1F, как раз на старте он мягкий, плавный, зато за 20 км в час он просто достигает практически 40 км с небольшим максималки. Реально прям даже в гору тащит. Но понятно, почему это происходит.
бортовое напряжение 54, а аккумулятор будет заряжаться и показывать, если был бы вольтметр, показал бы цифры 63 вольта. Есть амортизация, и я могу вот смело заявить, что для более возрастной публики этот самокат в разы лучше. Он мягкий, плавный, быстрый там, где нужно, на больших скоростях, точнее больше 20 км в час. Он реально быстрый, он реально тащит в любую горку. И емкость АКБ достаточная для того, чтобы пробежать 50 с плюсом километров, например, подо мной. Но мне большего, честно, не надо. Друзья мои, если вам понравился такой формат видео, обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях, что да, хотим видеть, и предлагайте свои модели для обзора, а мы обязательно их, в общем-то, рассмотрим. luxwheel.ru. Спасибо, что смотрите. Обязательно подпишитесь, те, кто не подписан, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И до новых встреч. Всем пока.